Ice Cream. Франшиза игр ужасов, основанная где-то в сентябре и декабре 1982 года и январе 1983 годов. Она была создана компанией Keplerians Horror Games. Первая игра была выпущена 29 сентября 2019 года. Игра рассказывает нам историю злого мороженщика по имени Род Салливан, а также о группе друзей, состоящей из Джея, Майка, Лиз и Чарли. В начале игрок в основном принимает точку зрения от Джея, маленького мальчика, чья роль заключается в защите и спасении своих друзей от Рода. На данный момент у игры 8 частей или глав, называйте как угодно. 8-я часть уже является концом всей игры, и слава богу, что они решили остановиться. И наверное у вас возник естественный вопрос, а как они наклепали столько частей, тем более за такой короткий промежуток в 4 года? В этом вопросе мы и будем разбираться в дальнейшем видео. Ну и также затронем, как продолжение уничтожили игру, включая уход аудитории. А также разберем первоапрельский прикол про выход фильма. Вначале стоит рассказать о всех сериях игры, чтобы разобраться, где начался спад аудитории. Ice Cream 1, 27 сентября 2019 год. В начале игры Род похищает будущего друга Джея, главного героя Чарли. Джею нужно решать головоломки, чтобы спасти Чарли, но Род будет мешать ему и замораживать его. У Джея есть 3 попытки, одна в режиме экстрим. В игре есть 3 режима сложности: нормально, сложно и экстрим. Если решить все головоломки, получить ключ от клетки и спасти Чарли, то игрок получит концовку, где Джей спрыгивает с фургона Рода, и Чарли отдает Джею блендер, который украл у Рода. Ice Cream 2. 13 декабря 2019 год. В начале игры Ice Cream 2 Род похищает Лиз, подругу Джея и сестру Чарли. Джею снова нужно решить головоломки, чтобы спасти свою сестру, но Род снова будет мешать ему и замораживать его. У Джея также есть 3 попытки, одна в режиме экстрим. Если решить все головоломки, получить ключ от клетки и спасти Лиз, то игрок получает концовку, где Джей спрыгивает с фургона Рода, но Лиз не спрыгивает, боясь травмироваться, и уезжает на фургоне Рода. Затем Майк и Чарли замечают фургон Рода вместе с Лиз внутри, и Майк пытается что-то сделать. Он кидает парфюм, его подарок для Лиз, в сторону фургона, но у него не выходит. В конце видно любовное послание на том парфюме от Майка и Лиз, в котором он признается ей в любви, но она у них не взаимная. Джей собирает яйца и другие ингредиенты, выпавшие из фургона Рода. Ice Cream 3. 13 марта 2020 год. В начале игры Майк пытается узнать у Рода, что случилось с Лиз, и угрожает ему электрической пушкой, но Род делает его толстым и похищает его. Джею нужно в очередной раз решить головоломки, чтобы спасти Майка, но Род также будет мешать ему и замораживать его. У Джея есть 3 попытки и одна в режиме экстрим, как и в предыдущих частях. Если решить все головоломки, получить ключ от клетки, спасти Майка и найти Чарли и Лиз, то игрок получит концовку, где Джей, Майк, Чарли и Лиз сидят в фургоне Рода и приезжают домой. Но прежде чем они успевают уйти, Род достает их снова и замораживает всех, кроме Джея, который успел спрятаться. Род роняет секретный ингредиент мороженого, который Джей подбирает, после чего он выпрыгивает из фургона. Если еще раз зайти на игру после ее прохождения, то на кухне Джея будут стоять все 3 ингредиента, полученные из всех 3 частей игры. Если смешать их вместе с блендере, то игрок получит секретную концовку, которую Джей съедает мороженое, которое приготовил сам. После чего из-за секретного ингредиента он становится пухлым и уходит на улицу. На улице стоит фургон Рода, и он зовет Джея. Ему ничего не остается делать, кроме того, как пойти к нему. В результате Род похищает его. Затем идут титры, после которых сцена, где сестра Мэдлин, монахиня из Evil Noon, подходит к лагерю из Ice Cream 3 и говорит, что она наконец-то вернется со своим драгоценным сыном. Ice Cream 4, 27 мая 2021 год. Действие происходит на фабрике Рода, куда он нас привозит. Ему помогает куча роботов, 3 инженера, 3 уборщика, Борис. Нам нужно освободить Чарли, Лиз и Майка. В отличие от предыдущих частей, на прохождение дается 2 попытки, одна в режиме сложно. В игре есть 3 режима сложности: нормально, легко и сложно. Также можно увидеть много интересных экспонатов музея. В этой части могут окружить 2 врага, это Борис и Род. Помощники Рода нас останавливают и зовут Рода, а после ненадолго отключаются. В хорошей концовке друзья сбегают через трубы, но не все еще на фабрике Рода. В этой части есть 2 плохие концовки. Одна плохая концовка — это обычная плохая концовка, которая есть и в остальных частях. Нас оставляют навсегда в холодильнике. Но там еще какая-то романтика происходит. Вторая плохая концовка. В этой концовке Род нас тащит в специальную комнату, где происходят какие-то странные вещи.
Ice Cream 5. 17 сентября 2021 год. Действие также происходит на фабрике рода, где в прошлой части мы выпускали своих друзей из клеток и им открыли трубы. Но трубы, через которые сбежали, привели в разные части фабрики, и теперь род их ищет. Также, если мы поедем на мусорных баках, есть мини-игра, в которой нужно довести чистильщика мини-рода до вентилятора, чтобы получить его нос, который впоследствии поможет нам в прохождении. В этой части мы можем играть не только за Джея, но и за Майка. Также появились новые роботы. Это чистильщик мини-род, механик мини-род, прототип мини-род, робот-мороженщик. Но два из них не нападают на игрока, и один из них не зовет мороженщика, а моет окна, если их испачкать. В этой части оглушить вновь может один враг. Это род. Помощники рода нас останавливают. В хорошей концовке Майк и Джей снова вместе, но им осталось соединить еще двух друзей. В этой части также есть две плохих концовки за Джея и две плохих концовки за Майка. В этой концовке можно посмотреть воспоминания рода, а также есть секретная концовка для одного из воспоминаний, для которого нужно найти и съесть 10 зефирок. Ice Cream 6, 16 декабря 2021 год. Действие также происходит на фабрике рода, где в прошлой части мы помогали Майку сбежать из машинного отделения. Но есть еще кто-то на кухне, это Чарли. В игре также есть мини-игра, в которой можно получить костюм мини-рода. В этой части мы будем играть за Джея и Чарли. И также появились новые роботы, это повар мини-род и супер-робот Мэтти. В этой части нас может оглушить только род. В хорошей концовке Чарли воссоединяется с Джеем и Майком, но осталось еще спасти Лиз. Как всегда, две плохие концовки за каждого перса. Это когда нас оставляют в холодильнике и тащат в специальную комнату. В дополнение к этому 4 февраля 2022 года вышло обновление с историей смерти Джозефа Салливана. Ледяной крик 7, 15 сентября 2022 год. Действие также происходит на фабрике, где мы помогали Чарли выбраться из кухни, но они нигде не могли найти Лиз, и тогда Майк решил прыгнуть в ту трубу, в которую прыгнула Лиз, и он попадает в лабораторию, чтобы помочь ей сбежать из нее. Тем временем Чарли спрятался в фургоне рода, когда тот ехал в город. Еще есть мини-игра, в которой можно получить арбалет Раннер Пилар. В этой части мы будем тремя игровыми персонажами: Лиз, Майк и Чарли. Также появились новые роботы, это ученый мини-род 1 и ученый мини-род 2. В хорошей концовке Майк и Лиз воссоединяются со своими друзьями, но им осталось сбежать из фабрики рода. Также сказано, что сестра Мэдлин наконец-таки нашла своего сына рода Салливана. В этой части, как и в обычных за трех персонажей, мы можем получить две плохие концовки в холодильнике и в специальной комнате. И в ней также можно посмотреть воспоминания о роде Салливане и сестры Мэдлин. Ледяной крик 8. Финальная глава. 15 декабря 2023 год. Действие игры будет происходить в 4 локациях: коттедж Джозефа, музей, лаборатория и зал излечения. Новые враги — это дровосек мини-род, сестра Мэдлин и Франкен Борис. Концовка. Замораживающая пушка сломана, и Майк размораживается, а рот на мгновение снимает маску, чтобы лучше дышать, и снова надевает маску. Он вспоминает о трудных временах, о том, как его одноклассники издевались над ним из-за его ожирения, и о том, как Джозеф был виноват в своей полноте, и о том, как Джозеф, казалось, больше был заинтересован в том, чтобы стать знаменитым богатым, чем заботиться о своем сыне роде. И как его мать, единственная, кого он видит, которая заботилась о нем, была сумасшедшей монахиней, которая обращалась с ним как с девчонкой и спрашивает, жива ли она и не является ли его отец Бафометом. Затем волшебная чаша останавливает время, чтобы поговорить со своим братом Назратом. Она просит дать роду еще один шанс. Затем Назрат вспоминает о том, как род сделал уже достаточно ошибок, и сестра Мэдлин была настолько глупа, что перепутала Назрата с Бафометом. На что волшебная чаша напоминает ему, что их цель — вернуться на свои небеса, и Назрат говорит, что всегда планировал, что судьба рода будет особенной. Затем Назрат перемещает время, и род опускается в большую трубочку из-под мороженого в контейнер музея. Сестра Мэдлин проходит и обнимает его. Она счастлива, что воссоединилась с родом, и сообщает ему, что она его мамаша. Раньше это было то, что Назарат наложил на них заклинание, либо это был секретный ингредиент. Сестра Мэдлин и род умирают, превратившись в камень, в то время как сестра Мэдлин желает, чтобы эти двое узнали друг друга в загробной жизни. Тем временем жертвы рода сбегают с фабрики и после встречают полицейских. Джей воссоединяется со своими родителями, которым он говорит, что расскажет им длинную историю по дороге домой.
Ну а пока я вам рассказывал весь сюжет, я сам проникался игрой. Сам я в нее не играл, так как это бы заняло уйму времени. Да и лень мне было, если честное слово. Наконец, игра получила свой финал, и он достаточно заслуживает существовать. Ну и давайте теперь перейдем к самой главной части видео. То есть, почему игра была популярна только на первых 4-5 частях. И многие, как и я, ушли с 6-й части. Ну и первое, самое банальное, они растянули сюжет мобильной игры на целых 8 частей, которая проходится примерно за 2-3 часа. Но это только если ты знаешь, что и где находится. Второе. Действие после 4-й части происходит только на фабрике, что тоже, честно говоря, могло проявить свою роль в уходе аудитории. Третье. Неоднозначный финал. Поясню. До того, как мы проходили игру, речи о Назрате как таковой и не было. Если что, Назрат это типа создатель рода. Во всей игре он не был ключевым персонажем, и его появление в финале мороженщика стало непонятным для многих, как и для меня. Так что вот еще один минус в сторону кипларианцев. Но во всем этом не стоит винить их, ведь они занимались и занимаются другими проектами. Как я помню, я отошел от этой игры на 6-й части. Ветреный 32 как раз таки тогда перестал снимать видео, да и мне особо самому не очень хотело в нее играть. Ну типа, камон, мы так долго ходим на фабрике, а она такая маленькая, ну тут тупой стёб. Ну и признайтесь честно, вы сами проходили 6-ю, 8-ю, 7-ю части. Я максимум только о 6-й слышал, и все. Теперь давайте поговорим о фильме. Фильм вышел 1 апреля 2025 года, где нам показали Чарли, который услышал фургон с мороженым где-то на окраинах города. Он вышел на улицу и увидел проезжающего Рода. После он решил залезть в него, хз зачем, и после поесть мороженого с секретным ингредиентом. Ну и за наглость его увозит мороженщик с собой. Ну и как вы уже поняли по дате, это был шуточный трейлер на 1 апреля, но вот что меня заинтересовало. Первое, стояла дата, а это значит, что 13 ноября 2025 года что-то да будет. Может быть какой-то ивент или может быть у них выйдет игра. Также официальный комментарий говорит, что это джоук и никакого фильма не будет. Но только пока что. То есть в планах у них есть создание фильма, а значит это и не шутка. И возможно, что будет фильм даже по монашке из Evil Moon. Но пока это все догадки и теории, и точно инфы у меня нет. И ни у кого в принципе нет, кроме самих разработчиков. Но как мне кажется, в 13 ноября будет какой-то ивент, посвященный фильму, а может быть и даже сам фильм. Но это скорее всего вряд ли. А может быть и нет. Но как я и сказал, это всего лишь теории. И может быть это тоже фейк дата. Но в всяком случае будем ждать и фильм. А после видео пишите свое мнение в комментариях. Также в истинной концовке появится сцена после титров, в которой говорится, что Род и сестра Мэдлин не являются последними злодеями, поскольку кат-сцена показывает аркадный автомат. Это отсылка к Glitchmare, предстоящей игре от Kiplarians Horror Games. Ну и что-то такое у меня получилось. Я делал это видео достаточно долго, и, наверное, вы заметили этот перерыв целых 3 недели. Я это все могу объяснить своей тупо ленью. Просто у меня не было идеи, что писать, а сейчас у меня появилась идея, поэтому, может быть, после пару дней озвучки я сразу же смонтирую видео, и оно выйдет через день, а может быть даже и через 2. Ну а так, пишите, что вы думаете по игре, заслуженный ли конец, и понравился ли вам мой обзор. Даже не обзор, а скорее всего критика обзору. Подписывайтесь и не забывайте, что меня можно поддержать на Бусти, где можно купить подписку. Моя цель это набрать 100 платных подписчиков. Надеюсь, вы мне поможете ее осуществить. Ну а там я буду говорить с подписчиками о идеях нового видео, про то, что они будут и тому подобное. Платных подписчиков буду упоминать в видосе. Но если вы хотите меня поддержать единоразово и не хотите покупать подписку, то у меня есть Donation Alerts, где вы тоже можете написать пожелания на стриме или вне его. Но все это делать вам не обязательно для просмотра видео, и вы можете меня просто не поддержать. Но у кого есть лишние деньги и кому не жалко, в принципе можете меня поддержать. Ну а бесплатно вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я оповещаю о новых видео, идеях или просто делюсь с вами. Ну и заходи к нам. А после этого обзора посмотри какие-нибудь другие видео на моем канале. До скорого. Ну, по крайней мере, надеюсь.